Товарищ генерал, здравия желаю. Рад приветствовать вас на нашей базе. Разрешите доложить? Привет. Привет, Александр. Личный состав для проведения охоты готов. Звери привязаны. Теперь пойдемте к столу. Привязанных не надо. Отвязанные пускай бегают, мы их и так забудем. Да, я шучу. Всем привет. Ну что я могу сказать? Я очень рад вас приветствовать на доброй курганской земле. Надеюсь, что охота у нас с вами удастся и вы получите истинное удовлетворение от всего. В общем, давайте за встречу. Я вас очень рад видеть. И прямо, честно сказать, вот душа радуется, что вы приехали. Немного перекусив, Александр вместе с егерем сразу отправляются на охоту. Нужно успеть до темноты. Самка. Мамка. А он знаешь, как я свистнул, он вот так морду-то повернул, я смотрю рога, думаю, рогач. Сквозь кусты стрелять как бы не всегда хорошо, но вот можно. Можно, да. И нужно вообще. Потому что ну как, уйдет бы. Да, а то вот так вот какая-нибудь березочка попадет по пути и все. И чё бег? А где второй рог? А второго рога уже и нет. Ну, Вот так. Опять не то. Ну не видно было. ну рог-то хороший. Я его вот этот рог видел, вот этот. Ага, ну он видишь, так, Ты же видел? неплохой. Я рог видел тоже. Да, да, это видишь, что у него. Ну бился, отломал. Отломал нас. Бился, отломал, да? Куда деваться-то? У меня разрезан. Что непонятно, куда я ему угодил. А, вон дыра-то, ёпта. Ну там вот. Дыра там, конечно, мощная. Ну, такого как раз и надо отстреливать. Чего он однорогий? Понятно, что это уже такой брак. Селекционный отстрел. Но селекционная история. Так он нормальный. Мясо у него хорошее. Я, в общем-то, за рогами не гоняюсь. У меня трофеи, знаешь, что в кабинете висит. Поэтому однорогого сейчас вот череп сделают. Я его у кошек там у себя прибью. У меня кошки дикие. И я всю эту кости все эти туда к ним в вольер убираю. Эмоции-то все равно от выстрела всегда большие. Место вот. Это приятно, когда вот такие рожки. Если второй был, уже был бы такой, знаешь, вариант, когда можно его, ну, медальон там сделать или что-то.
Вот, блин, отбил. Это у него, видишь, что это битвы за самок. Это не просто, Нет. что у него отпал сам рог. Не, дрался. Это он дрался, разломал. Они же так вот налетают друг на друга. Ударяются. Ну, А иногда сцепляются даже. и потом И гибнут. потом, да, и Гибнут. оба гибнут. Я видел такие рога. Сцепленные, да? Да. Пока гость на охоте, Дмитрий тоже зря время не теряет. База стоит на берегу реки Миас. В деревне не было свалки, поэтому тут повсюду куча мусора. К тому же и сверху по течению при разливах наносило ветки и коряги. Облагородить такую обширную территорию – тяжкий труд. Смотрите, ключ вот здесь, сюда ставится и все. Вот такой пароль. Изнутри тоже так же закрывается. Раз, ручку вверх, и тогда уже чик. Все, никто вас не беспокоит. Так, здесь все Понимаю. есть. Туалет, душ. Здесь полотенчики все новые, сам лично вешал. Потому что горничная прибралась. Две комнаты, что ли? Да, горничная прибралась, все помыла. Ух ты, перед тут вами. ты что? Тут отдельная Вот так спальня, что- отдельная. Да. вообще. Слушай, с виду кажется меньше, но много помещений. Да. Снаружи кажется небольшое. Вы высокий человек, поэтому можете по диагонали тут. Блин, Интернет есть. хватит. Если вдруг холодно, а он работает на тепло и на холод. Ты вообще все Вот. круто тут Да. придумал, блин. Здесь, смотрите, здесь приборы, чай, вода. В холодильнике тоже вода, морс, что хотите, пейте, как бы это все ваше. А это как бы такой дом общего, да, что называется? Пока, Кухня, как пока, бы. да, видите, я еще денег не хватает, надо сейчас 7 миллионов на новый ресторан. Ну, я там хочу кафе построить с переработкой мяса, чтобы у меня прям все было и идеально, как бы. Там 40 квадратов кухни с переработкой. Помните, какие были пельмешки там из фазана, из разы там и так далее. Я это все сделаю здесь, но видите, я боюсь расконцентрироваться. Вы же знаете, надо сначала, как говорят, надо бить туда, где прорвало, Конечно, как бы, конечно, и надо в да, цель да. бить. Это Я- называется теория ограничений. Да. То есть снимают те ограничения, которые находятся на переднем крае. Ну да. А потом следующие. Да, Нельзя, да. допустим, Да. снимать ограничения те, у Так тебя не точно, хватит сил на так точно, предыдущие. так Да, точно. соответственно. Поэтому, Ограничения нарушать не надо. да, поэтому я вот сейчас У тебя и сконцентрировался так на вот этом. уже люксус, уже картина, видишь, на стенах. Это для старта это уже как бы супер получается. Ну дай бог, дай бог. Отличия Поэтому вы такие, спрашивали меня про премиальные. кровать брать с собой, что там, спальник там и так далее. Я Ну, говорю, все ну. есть, ничего не надо. Ну, думаю, что вам это все чистенькое, все мы за этим следим, я за это отвечаю. Как бы тут все прибрано. Ты, Мне это между важно. прочим, а какие риски сейчас делаешь, на самом деле? Ты понимаешь, да, я же отсюда уезжать не захочу. Ну, пожалуйста, ради бога, живите сколько надо. Вот так вот. Открываю. То есть это второй риск. Первый риск, как бы заманить сюда потребителя, клиента, а второй, а если он Нет, уезжать у не нас нет захочет? клиентов, у нас есть только гости. Ну, смотрите, Александр Иванович, вы ходите вот так просто. Эх, как хорошо. Там на фазане ферме мне не хватало вот этого, понимаете? Я уже купил вольер. Ты хочешь фазанов восстановить? Конечно, вон видите, у меня вот дерево. Вот там будет вольер огромный с фазанами. Как бы. Я уже закупил, компания есть такая, Defense, короче, они делают вот эти 3D панели, короче. Да. Они услышали, говорит, Дима, чем помочь? Я говорю, да ничем. Они говорят, те заборы там нужны? Я говорю, нужны. На 340 надо. тысяч мне заборов отгрузили, короче. Я говорю, сколько надо? Я говорю, ну примерно столько. Говорит, мы потом приедем, поохотимся у тебя. Ага, Вот. ага, И вот так ага. строюсь, Александр Иванович, где-то друзья Нет, так и помогают надо там, так и и так далее. собирать вокруг себя братство такое охотничье. Потому Да, что да. все, как говорится, общим миром всегда и строили какие-то хорошие дела. Да. Поэтому я прямо, говорю, все, ребята, вот это за вами, как бы. Он говорит, я приеду с нашими партнерами, которые у нас и заказчики хорошие есть, порядочные и так далее, охотники тоже, говорит. Я говорю, все, спасибо большое, Алексей, там у них это. Ну, фазана-то интересно. Да, представляете, Другая как совсем. тут Тут- есть где. тут-то нет фазана. Да, конечно, тут его Да. выпустил и все, идите стреляйте, дай бог. Это меткости. Это да.
Ну, в целом, как вам? Ну, мне вообще эта местность очень близка и родная, понимаешь? Я же жил в Кустанайской области до того, как в Екатеринбург приехал. Это тоже лесостепь, понимаешь? Я как бы все детство там прожил, там суслики, значит, там Сурки, речка, суслики, да. речка вот так у нас Тобол, да, там рядом в городе. Ну, для меня все это родина, как бы. А вообще вот именно Курганскую область я просто обожаю, потому что мне тоже вот близки, я говорю, вот эти вот копенки там, да, тюки или там рулоны сена там и так далее. Все равно другой ландшафт, как у нас, как бы. Я тоже горы люблю, ну, блин, там тяжело, здесь полегче, и охота полегче. Ну и в принципе вот этот ландшафт, он мне очень близок. Приехала сестра на днях у меня из Казахстана. Ну она как, она ж пустыми руками не приедет. Привезла мне кабачков, помидоров, огурцов. Вот что значит, да, 600 километров. Ну вот до себя 400, а еще 200, да, Ага. Тобол. Вот такие помидоры красные. И у меня вот такие вот помидоры росли, там сколько-то штук зеленых я их снял. Они зреют, да. Значит, вот такие кабачки, вот такие огурцы. Вот, она говорит, я же их посадила, я с ними ничего не делаю, только поливаю. Не надо мне ни парников, ничего. Вот помидоры, говорит, у меня на земле просто они лежат, и они вызревают до красна. Она ей говорит, Лен, да что ты мне расскажешь, я же это знаю. Мать, это огород-то сколько лет там держал, я же это все как бы, ну при мне ведь было, я все равно пацаном, но хоть я все это помню. То есть климат. Вот климатические зоны, 100 километров, 300, 400, 500, 600, и все меняется. Вот, поэтому здесь климатическая зона, она суперская для человека, для животных. Там, да, значит, ну, это... Здесь люди должны жить. А там, где Пермь и Урал-то все, это была уже в то время каторга. В царские времена в Перми начинался каторжанский каторг, тракт, да? Да. Вот поэтому мы там живем. Люди-то считали это каторгой вообще-то. Поэтому о чем ты говоришь? Здесь, конечно же, благодать. Да. Ну, слава богу. Вообще, знаете, у нас родина Ну, на туда самом есть. деле такая разная, но везде очень красивая. Я люблю нашу родину. Иногда все равно хороших людей больше, иногда бывают, встречаются нехорошие люди на сколько там, на 5, короче, этих 5 букв в этом слове начинается на П. Но бывают как бы такие. Но в основном, слава богу, как бы все равно, видите, все равно человек, если сам не говно, он как бы живет так, и вот знаете, окружают его люди, которые как бы тоже хорошие, как бы, и вот он создал себе вот этот какой-то вакуум, когда потихонечку там идешь, у меня сегодня какие-то вопросы решаются просто на раз, потому что я с людьми дружу по 20 лет там и так далее, ко всем с уважением, вне зависимости от дохода, с уважением отношусь. И знаете, когда человек живет как-то правильно, и правильные люди вокруг него там и так далее, иногда потом, конечно, окунешься в другой мир и понимаешь, елки-палки, еще и такое бывает. Бывает, разное. Но в целом все равно... Не окунайся. Не дай бог. Но иногда приходится, мы же все же здесь живем, с чем-то сталкиваться с таким, что думаешь, господи, как же так? Ты знаешь, такое эхо в горах. Дай вам Бог здоровья и спасибо, что еще раз что приехали. Александр Иванович, это вот вы говорите, у вас там правильная кепка, как бы кепка абсолютно правильная, но вот это правильнее точно. Это вам небольшой от нас презент. Гитлер-Югент. Презент. Дай вам Бог здоровья. У тебя красивая кепка. Я уж смотрел, сколько раз, как ты серебро получаешь. Да. Завидовал, конечно. Это Вот вам. теперь у меня тоже есть. Это вам. Ну-ка померяем, друзья, как мне? Супер. А? Супер. А? Супер. Охота в России рулит. Лучший YouTube канал. Лучший. Смотрите все. Спасибо.
Сейчас встречаем гостей из нашей братской Сербии. Надеемся, что будет хороший лов и хорошая охота. Здравствуйте. Дмитрий. Дмитрий. Здорово. Добро дошли, драго брачо. Драги ми, что имам честь зачекать вас у братской Руси. Надеемся, что и лов будет пуно трофеев, и лов будет леп. Живела Россия, живела Сербия и наша братская любовь. Живела. Добро дошли. Bolje vas našli. Да. Lepo. Лепо? Tu je reka. Да, Sve je tu. да. Все тут. Рыба тоже есть. Невелика, невелика. Сама рыба вот, ну, такая. Šta je farel? Не форель, речная рыба, но не знаю как на этом. Хариусов нет. Хариус, лепян нет. Лепян good fish, I like. You make very nice coffee. Thank you. What? In Rusiji. Yes. All in Russia, yes. Super. 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 Prva klasa. Hvala puno. Baš je lepo. Lepo mi se sviđa. Here. Туалет, Super, super. туалет, душ. Sve je odlično. Ну, гостям понравился что мы сотворили за 3 месяца с компанией EasyFab. Ребята, конечно, просто молодцы. Я ездил на производство к ним, посмотрел. Были дешевые дома, очень много дешевых домов. Но я выбрал подороже и не ошибся. Ребята просто за 2 месяца все привезли, за полмесяца скидали, и за полмесяца мы все оборудовали, все дома. Вот видите, как у нас получилось. Первые иностранные гости к нам приехали, наши братья. Я очень рад, что им все понравилось. Они зашли в дома и сказали: супер. Это очень дорогого стоит. Я повторюсь, подрядчик очень важен, потому что качество домов как раз вот у EasyFab, ну, я считаю, что в Свердловской области у них нет конкурентов, для меня, по крайней мере, потому что я очень к выбору подрядчика подходил серьезно. Вот, и с этими ребятами мне удалось сделать так, что приехали гости и получают эмоции положительные. Компания EasyFab осуществляет доставку и установку домов по всей России. При заказе дома в EasyFab вы получаете не только дом, но и подарок от нашей базы «Легенды Зауралья» на 50 000 рублей. Пароль «Охота в России». Господа, мы тут все собрались не только на ужин. У нас еще мероприятие. Когда человек законно вступает в наше общество, ему вручается удостоверение. Сейчас. Пожалуйста, ваше удостоверение. К удостоверению идет знак отличия, номерной знак егеря. Вот его. И также ему еще вручается Денежный сертификат. нет, соответственно, ему вручается путевка на добычу кабана. А вот за путевку, Владимир Вольфович, тебе огромное спасибо. За путевку, Владимир Вольфович, огромнейшее спасибо. Александр Владимирович, ну, в общем, успехов вам, и чтоб все, собственно, браконьеры не попадались. Да.
Что вы скажете? Что вы пожелаете, Александр Владимирович? Я пожелаю ребятам не попадаться на нашем пути. Охотиться аккуратно, достойно. Согласно закону. Согласно закону, да. Чтобы создать элитные охотничьи угодья, недостаточно просто выкупить землю и построить качественные домики и инфраструктуру. В первую очередь требуется комплексный подход к поддержанию популяции зверя. Он включает в себя засеивание полей для увеличения кормовой базы, закупку специализированных кормов и соли, выявление наиболее удачных мест для проведения разных типов охоты и многое другое. Но самое главное – это охрана. На базе «Легенды Урала» охрана осуществляется круглосуточно. Работает несколько бригад егерей. В общем, идет контроль, вычисляем браконьеров, при этом, конечно, объезжаем кормушки, смотрим, где закончилась соль, зерновые. Также это все потихонечку добавляем. Ну и при этом при всем контролируем. Пока все тихо. Пока все тихо. Я так понимаю, что больше достойных людей, нежели тех, кто ходит там с-под фонариков ночью, стреляет, косулят. И все, машина потихоньку выехала по левой стороне. Мы его стопе, он останавливается. Значит, все, мы ему машину там посмотрим, документы ему показали, все. Багажник открыли, он, да у меня ничего нет, да, там такой, значит, у меня говорит, тут канистры только. А правую дверь, когда открыли, там, соответственно, глухарь лежит. Из чего стреляли, ну, мы ему говорим. Он говорит, да, у меня, говорит, духовка. Ну, духовку-то посмотрели, а там духовка любую косулю положит еще. Ну и все, вот, и когда мы уже с ним начали тут это, ну, значит, общаться, это, и Сережа, я говорю, давай все машины останавливаем. Потому что дорога не, как говорится, не общего пользования, там лесная дорога, и все, и, соответственно, мы всех тормозили. И когда Слава с Владимиром Вольфовичем же стояли ближе к нам, только они на перекрестке, и, видимо, когда мы контролировали, УАЗик шел к нам. А тех, кого мы тормозили, он доложил УАЗику, и УАЗик свернул в лес и ушел. Еще был, да. Вот я про что тебе говорю. Ну и как бы вот так вот. Господа, что я могу сказать? С браконьерством будем бороться жестко. Поэтому не лезьте в наше хозяйство. То, что было до нас, забудьте. Охранять будем животных, как полагается. Беспорядка здесь не будет. Похоже, две самки. Но другая группа охотников заметила очень хорошего трофейного самца. Дистанция большая, метров 500, не меньше.
Один из охотников, Драгослав, решил попытаться подойти поближе. Сейчас он под прикрытием небольшого подлеска. Самец на поляне с другой стороны. Но похоже, что он все-таки заметил охотника. Ушел. Что ж, будет еще. Даже приятно просто посмотри. Животное. Такая красота. Смотришь в прицел на животное. И приятно. Идет сюда. Идет сюда. Друзья и братья, сегодня, можно сказать, у нас торжественный день, поскольку вы присутствуете при официальном открытии нашей вот этой доброй базы. Скажу на сербски. Сегодня можно сказать, можно reći, что сегодня, danas мы отворяем нашу ловиšte. И в честь этого мы поднимаем российский флаг. Вы при этом присутствуете. Я очень рад. Это еще не все. Поскольку наши братья сербы сегодня здесь всегда будет сербский флаг. И также я первый раз поднимаю флаг нашего ловища. С вами, братья. Отварение ловище. На много лет. Да, бро, дай Бог, браты. Поздравляю. Спасибо. Наш флаг, инстинкт and BRICS, it means мы за объединение, добра людина, добра страна, добра охотника. Мы не за рассоединение. Все, кто с миром, добро пожаловать, добро дошли к нам. Все, кто плохие сердца, лучше не ходить. Инстинкт – это наша сущность, сущность мужчин, сущность охотников. Так выпьем же, братья, за инстинкт, за Руссию и Сербию и за нас. Добро, братья, живели? Опа! Сегодня готовим гуляш. Такой попробуем сделать его по-балкански. Смотрите, как у нас получится для наших дорогих гостей.
Лука было килограмма 5, 1,5 килограмма моркови и килограмм 5 мяса на казан 18 литров. Сейчас лук обжарили. Сейчас обжарим мясо и все соединим. Морковку, лук. Добавим перчик, чтобы у нас он пикантный был гуляш. Гуляш. Балканский гуляш. Все, мясо обжарили, лучок обжарили, сейчас все пусть томится 3 часа. Будем подливать чуть-чуть воды кипяченой. И будет у нас балканский гуляш. Ну, специи добавим. Сербский, балканско-сербский гуляш. Балканский. Из радио это доброй душой. Братской любовью. Из радио это. Гуляш, ребята, готовился у нас 3 часа. Посмотрите, какой наваристый получился бульон. Видите? Здесь аджика, томатная паста, чуть-чуть перчиков и очень много приправ. Кавказские приправы, паприка. В общем, вот такой огненный получился. Надеюсь, что будет вкусно. Охота проходила 3 дня, утром и вечером. За это время каждый из 6 гостей сумел что-то добыть. В общей сложности охотники взяли 7 отличных трофеев сибирской косули, тетерева, глухаря и кабана.
Цена такого тура 7 дней на одного охотника стоит от 1500 евро. Есть пакетное предложение, где все включено. Трофей косули или лося, егерское обслуживание, трехразовое питание, первичная обработка трофея, а также глухарь и тетерев в подарок от охотхозяйства. Вы можете выбрать и другой тур. Лось, косуля, медведь, морал. Контакты оставим в описании. Успевайте забронировать тур на следующий год. Наши братья приехали к нам сюда, в наши богатые угодья, чтобы отдохнуть и поохотиться по кабану и по трофейной косуле. Вот. Не буду говорить, что я чувствую. Я очень рад, что они приехали. И скажу, передаю слово Стефану, моему брату, чтобы он сказал, что он мыслит и что он чует. Dimitrij, hvala brate. Imali smo prekrasan lov u našoj bratskoj zemlji Rusiji. Za ovih 3-4 dana lova imali smo prilike da vidimo mnogo divljači, od sibirskog srnaća, losa, divljih svinja, tetreba, malog tetreba ruževca. Znači mnogo divljači i također imali smo svi prilike da po nešto odstrelimo. Tako je moj drug Nešo odstrelio 2 srndaća, sibirska, Nešo jednog, Velko jednog, Vlada je odstrelio divlju svinju, i Andrija je odstrelio srndaća i ja sam imao priliku da odstrelim 2 sibirska srndaća. Tako da je... Dragoslav Tetreb. Da, Draža ima tetreba i Andrija malog tetreba. Tako da je ovaj lov bio i više nego uspešan. Zahvaljujemo se našem bratu Dimitriju na odličnoj organizaciji i svim ostalim učesnicima, i Serjoži, i Aleksandru, i svim ostalim lovočuvarima koji su nas pratili ceo ovaj lov. Mogu da kažem samo jedno veliko hvala. Hvala, brate. До скорой встречи. Всем пока. Dega, ne?